Всем привет! Вы на канале Хантуну. Сегодня у нас особенный выпуск. Это большой ремастеринг моего старого туториала по механике ходьбы NPC. 5 лет назад я уже показывал подобную систему, но за это время Minecraft Bedrock сильно изменился. Старые методы постепенно уходят в прошлое, поэтому пришло время обновить механизм передвижения под современные версии игры. Для начала я подготовил небольшую симуляцию, чтобы продемонстрировать возможности новой системы в разных условиях. Всего мы разберем 5 основных сценариев. Сценарий первый. Самое простое условие – перемещение из точки А в точку Б. Здесь же мы проверим работу при возникновении помех, например, когда перед глазами NPC появляется блок. Сценарий второй. Движение по сложному маршруту через несколько точек А, Б и С. Наш NPC уверенно идет по заданному курсу, четко следуя логике командных блоков. Сценарий третий. Это симуляция физики прыжка на высоту в один блок. Сценарий четвертый. Работа механизма в жидкостях. Теперь наш NPC умеет плавать точно так же, как и любые другие сущности в игре, хоть и выглядит это немного коряво. Сценарий пятый и самый сложный. Это проверка в реальных игровых ситуациях. Мы увидим, как NPC проходит сквозь траву, совершает прыжки, поднимается по ступенькам и корректно взаимодействует с физикой воды. Но здесь есть важное уточнение. Эту систему необходимо настраивать вручную. Для наглядности я воспользуюсь блоками разной высоты, которые в коде игры имеют коллизии. Посмотрите. Наш NPC совершил прыжок и остановился ровно напротив двойного цветка. Все работает именно так, как и было задумано. А теперь перейдем к самой интересной части – детальному разбору механизма для новой версии Minecraft Bedrock. Вся наша система будет состоять из 3 ключевых модулей. Первый и основной – это механика передвижения NPC. Второй – процесс спавна и базовая настройка. И третий – дополнительный – продвинутая физика. Начнем с подготовки. Чтобы чат не забивался лишними уведомлениями, пропишем команду GameRule и выключим вывод сообщений от командных блоков. Также выдадим себе сам командный блок и яйцо спавна NPC с помощью команды give. Теперь выберите точку, где должен появиться ваш NPC, или где должна быть его начальная точка, и отметьте ее, например, цветным блоком. Нам понадобятся точные координаты этой позиции. Рекомендую заранее включить копирование координат в настройках для разработчиков. Когда NPC будет создан, у нас уже будут примерные координаты его пути. Остается решить, как активировать его движение. Первый способ – через интерактивное меню самого NPC, добавив команду на кнопку. Если мы проверим теги сейчас, то увидим, что их нет, но после настройки команд выдачи тегов через кнопку наш NPC получит нужные маркеры. Второй вариант – активация через призыв NPC командными блоками. Первой командой Summon мы призываем персонажа в начальной точке. Очень важно, чтобы командные блоки смотрели в правильном направлении. Стрелочки на блоках послужат вам ориентиром. Вторая команда выдает NPC необходимый тег для определения, кто именно ходит, если вдруг у вас в мире несколько NPC. Все команды я, как обычно, оставлю в описании под видео. Командный блок переводим в режим «Цепь» и работает всегда. Третий блок выдает еще один тег в том же режиме. Теперь при спавне наш NPC сразу обладает всей нужной логикой. Переходим к основной механике ходьбы. С помощью командного блока мы заставим NPC передвигаться.
Используя команду execute, мы находим нашего NPC с тегами. Условие if проверяет, есть ли перед ним воздух, так как в параметрах телепортации мы указали false. False в данном случае означает, что NPC будет проходить сквозь твердые стены. Также добавим условие unless entity, чтобы NPC не двигался, если игрок находится в радиусе 3 блоков. Если все условия соблюдены, мы телепортируем NPC по направлению его взгляда, facing, со скоростью 0,1 блока в тик. Эту скорость вы можете настроить под себя. В качестве цели у нас будет желтый блок. Переводим командный блок в циклический режим и работает всегда. Как видите, движение началось. Далее нам нужно настроить логику прохождения точек маршрута. Командой execute мы ищем NPC в позиции желтого блока в радиусе 0,25 и добавляем ему следующий тег. Блок должен быть циклическим и работает всегда. Убедившись в списке тегов, что NPC получил тег C, мы используем третью команду, чтобы удалить предыдущий тег B. Режим «Цепь» работает всегда. Теперь у NPC есть тег, направляющий его к следующей цели — синему блоку. Эта схема повторяется для всех последующих точек, меняются только координаты и названия тегов. Будьте предельно внимательны при расстановке блоков, иначе логика цепи может нарушиться. В конце маршрута у нас есть два пути. Вариант 1 — полная остановка. Мы просто удаляем текущий ходовой тег, и NPC прекращает движение. Вариант 2 — цикличный маршрут. Мы выдаем NPC тег начальной точки, и он снова отправляется в путь, двигаясь от красного блока к зеленому по кругу. Наша база готова, но есть важный нюанс — это коллизия мелких объектов. Трава в игре не считается воздухом, поэтому NPC может в ней застрять. Чтобы этого избежать, создадим команды исключения. Например, на отрезке от точки А до точки Б я добавлю команду, где вместо воздуха проверяется блок высокой травы. Теперь NPC беспрепятственно проходит сквозь растительность. Повторите это действие для всех участков, где могут встретиться подобные помехи. Несмотря на улучшенную логику, из-за настроек телепортации NPC все еще может проходить сквозь блоки на уровне ног. Для тех, кто хочет довести систему до идеала, я поделюсь секретами симуляции физики. Похожую систему я показывал в ролике про NPC друга. Подсказку вы найдете в углу экрана. Первое. Решаем проблему с левитацией. Из-за особенностей телепорта NPC иногда может парить над землей. Наша команда антиполета будет принудительно опускать его на уровень пола. Второе. Система выталкивания. Если NPC случайно застрянет в текстурах, эта команда переместит его на блок выше. Не забудьте указать в исключениях траву и воду, если вы их добавляете в команды. На черном блоке отлично видно, как это работает. Третье — гравитация. Добавим честную физику падения, если под ногами NPC оказывается пустота. Также настроим корректное взаимодействие с низкой травой, чтобы персонаж не стоял на ней сверху, а находился в ее коллизии. И, наконец, прыжок.
С помощью условий if и unless мы создаем исключение для телепортации, имитируя живой прыжок при встрече с препятствием. Теперь наш NPC выглядит по-настоящему живым. Завершаем настройку физикой жидкостей. Мы добавим команду, которая будет плавно погружать NPC в воду, а другой блок будет отвечать за его подъем на поверхность. Это позволит NPC реалистично плавать, а не тонуть на дне. На этом наш детальный разбор окончен. Мы создали продвинутую и гибкую систему навигации для NPC в новой версии Minecraft Bedrock. Если этот туториал был вам полезен, я буду очень благодарен за лайк и подписку на канал. Пишите в комментариях свои впечатления. Мне будет очень интересно почитать, кто из вас ждал этот ремастеринг. С вами был Хантуну. Желаю всем удачных построек и до встречи в новых видео. Всем пока!